С некоторых пор в нашем районе стало неспокойно. Кто-то выбросил взрослого жеребца. Верится с трудом, что конь сам потерялся или по собственной воле ушел из дома. Надо ли говорить, что это грозное и мощное животное способно одним своим видом навести панику на оппонента? Поэтому люди и опасались его больше, чем он этого заслуживал. В поисках пищи конь стал шарить по чужим кормушкам, заглядывая на прохожих, надеясь, что кто-то из них сжалится и даст ему хоть немного еды. Однако люди, увидев Грома, так местные прозвали коня за его атлетическое телосложение, старались просто побыстрее уйти. Всех удивила наша баба Нюра, небольшая сухонькая старушка, которая сама весила едва ли меньше сурового жеребца. Она по какой-то причине абсолютно не боялась могучего Грома и была чуть ли не единственной, кто подкармливал попавшее в беду животное. «Баба Нюра, ну чего ты творишь такое?» — ругался на нее сосед, сидя в своем автомобиле и поглядывая через слегка опущенное боковое стекло, как старушка снова подкармливает бездомного жеребца. «Сейчас прикормишь его. Он здесь и останется, а тут дети вокруг. А кто знает, что у него на уме? Такой крокодил в раз ребенка затопчет и не заметит». «Сам ты крокодил!» — улыбалась старушка. «Да ты гляди, какой он добрый. И глазки умненькие. Он ведь прекрасно все понимает. Да и взбрыкнуть он может только из-за таких, как ты, которые его доводят своими подозрениями». «Да?» — переспросил сосед Гена, будто издеваясь. «Ну так возьми его с собой жить, раз умная такая. Пускай он тогда лучше тебя затопчет, чем кого-то из нас». «Ой, напугал!» — парировала бабушка, поглаживая Грома по холке. «Я уже и сама об этом давно подумала», — пояснила она, а потом посмотрела на жеребца и позвала его за собой. «Пошли, милый, теперь со мной жить будешь. Нечего тебе по чужим кормушкам лазить». Конь, не веря своему счастью, завилял хвостом и дернулся, чтобы бежать за бабушкой Нюрой, но, видимо, не мог до конца в это поверить и вновь остановился. «Ну ты чего? Пошли, говорю!» — настояла отважная бабушка, и радостный конь кинулся к ней. «Да ты чего, баба Нюра? Серьезно, что ли?» — изумленно крикнул сосед, наблюдавший за всей этой картиной. «Да я же пошутил, ты одумайся. Ведь задавит он тебя», — сказал мужчина, пытаясь переубедить старушку. Не оглядываясь, отмахнулась баба Нюра, рядом с которой гордо вышагивал грозный Гром. Так и стали они жить вместе, удивляя всех, кто увидит эту странную парочку. Миниатюрную хрупкую старушку и мощного жеребца с широкой грудью. Теперь Гром получил свое место возле теплой печки, где баба Нюра оборудовала ему загон, а кроме этого, услышав, каким низким голосом ржет ее новый питомец, хозяйка дала ему новое имя — Буран. Буран быстро понял, что у него теперь новое имя. И вообще, на удивление и вопреки стереотипам, конь отличался добрым нравом и крепкими нервами. И это даже несмотря на то, что ему пришлось пережить предательство его прежних хозяев. Шло время. Ни разу баба Нюра не пожалела, что забрала этого жеребца с улицы. И это даже несмотря на то, что теперь ей приходилось выделять средства со своей небольшой пенсии на его пропитание. А как вы понимаете, кушает такой конь немало. Летом в гости к бабушке приехали внуки. Увидев грозного жеребца, сын бабы Нюры тоже поначалу насторожился, можно ли оставлять детей в одном доме с таким крупным животным. Однако, глядя, как его дети возятся с Бураном, буквально катаются на нем верхом, а тот всем своим видом демонстрирует, что ему это только в радость, мужчина успокоился и уехал обратно в город, где его ждали повседневные заботы. Зато мальчишки, внуки бабы Нюры, отрывались теперь по полной, вырвавшись из тесной городской квартиры и оказавшись на деревенских просторах. Целыми днями они находили себе забаву, играя во дворе,
лазая по чердакам и крышам, в общем, получив нормальное здоровое детство вместо городских лабиринтов, где каждый шаг должен быть под контролем. Буран был верным соратником в любой детской забаве. В общем, стали они лучшими приятелями. Однако в тот роковой день, когда мальчишки отпросились у бабушки погулять возле речки, Бурана с ними не было. Баба Нюра решила не рисковать и привязала жеребца на тонкую веревку, которая осталась у нее от прежнего дворового коня. Все-таки дом есть дом, а кто знает, как Буран поведет себя в незнакомом для него месте. Пускай лучше мальчишки одни погуляют, а там видно будет, решила она. Костя с Егором шли по берегу реки, кидая в нее камушки. Так хотелось зайти в прохладную воду, но они дали бабушке слово. А значит, надо его держать, ведь они же мужчины. И пускай Косте всего 12, а Егору только 8, они уже понимали ценность мужского слова. «Костя, гляди, какой камушек красивый!» Указывая через прозрачную воду на пестрый камень, лежащий на дне реки, сказал Егор. «А давай его с собой возьмем», — предложил он. «И как же ты его возьмешь?» — спросил брат. «Это же ведь в воду зайти нужно, чтобы его достать». «А ты слово дал?» «Да я только одной ногой наступлю и достану», — пообещал хитрый братишка. «Это ведь считаться не будет». Костя пожал плечами. Егор понял молчаливое согласие своего брата и, закатав штанину, на одной ноге наступил в воду. Но он все никак не мог дотянуться до камня, ведь вторая нога оставалась на берегу. И вот мальчик наклонился еще сильнее, но в этот момент нога его поехала, и он целиком упал в воду. Бурный поток тут же подхватил неуклюжего мальчишку и потащил его вниз по течению. «Костя!» — тут же закричал перепуганный ребенок. «Костя, спаси!» Да только как мог брат его спасти, когда он сам не умел плавать? Да и разве хватило бы ему сил справиться с сильным течением? Костя бежал вдоль берега и кричал, чтобы кто-нибудь взрослый поскорее пришел на помощь. А в это время с привязи рвался Буран. То ли конское сердце почувствовало неладное, то ли острый слух уловил крики о помощи. И вскоре жеребец несся к реке. Буран сходу кинулся в реку и поплыл к тонущему мальчишке. В это время, услышав детские крики, к берегу подъехал тот самый сосед, который отговаривал бабу Нюру не брать к себе бродячего жеребца. Выйдя из машины, мужчина обомлел. Конь плыл к берегу, борясь с течением, которое неминуемо сносило его. А у него на спине сидел мальчишка и дрожал от холода и страха. Ну дела. Только и смог выдавить из себя сосед, понимая, насколько он ошибался в этом жеребце, который сейчас, рискуя собственной жизнью, спасал человеческого ребенка. Наконец они оба оказались на берегу. Буран тут же упал на траву, глубоко дыша. То и дело отрыгивая воду, которой ему пришлось наглотаться. Костя плакал и обнимал своего братишку. А сосед, кажется, только сейчас понял что-то очень важное для себя, что в корне изменило все его взгляды на эту жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.